Возьмите. Спасибо. Котя, привет. Привет. А ты что здесь делаешь? Да я вот рядом проходила и решила зайти. А что ты не звонишь? Я соскучилась. Ты извини меня, пожалуйста, у меня сейчас спецоперация по поимке по задержанию. Короче, я освобожусь, я сразу позвоню тебе. А скажи, у тебя мой телефончик-то остался, а? Ну, конечно, остался. Да. Здравствуйте. Вот. Я как освобожусь, я сразу позвоню. Привет. Отец похищенного мальчика Коннеллов. Крупный бизнесмен, светиться не любит, воспитывает ребенка один. А мать? Год назад они развелись, и отец забрал сына к себе. У нее есть мотив? Мы ее ищем. Какую сумму требует за мальчика? 120 тысяч евро. Странная сумма. У нас есть 48 часов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы трогали фрисби? Да. Я же просил ничего не трогать. Все в порядке, это его методы работы. Это еще кто такой? Наш эксперт. Вы что, серьезно собираетесь так искать моего сына? Где все произошло? Там мы бросали тарелку. Скажите, у вас есть предположение, кто мог похитить Никиту? Послушайте, полковник, я бизнесмен, и у меня полно конкурентов и врагов. Любой из них мог похитить Никиту. Можете проверять отпечатки пальцев, но их там нет. Ну что? Похититель мужчина. Большего я пока сказать не могу. У него были перчатки. Нужно искать алюминиевую банку из-под энергетического напитка. Похититель пил из нее. Ясно. Ребят, все ко мне. Да, дожили. Скоро мы с тобой начнем бутылки собирать, в туалетах ковыряться. В общем, искать улики для нового босса. Полковник, что здесь происходит? Решили устроить субботник по уборке территории? Нашел.
Судя по запаху пота, похититель мужчина. И что тут нового? Об этом сказала Катя. Мужчина, лет 50, седой, заядлый курильщик. Судя по концентрации нитрозамина в поту, выкуривает не меньше пачки в день. У него проблема с печенью. Очень серьезная проблема. Какая проблема? Острая печеночная недостаточность. Есть следы метилмеркаптана. Он находится или в больнице, что маловероятно, или недавно выписался. Когда он мог выписаться из больницы? Дня 3-4 назад. Больничный запах едва уловим. Скорее всего, частная клиника. В обычных больницах дезинфицируют хлором, а хлора здесь нет. Я так понимаю, это не все. Не все. Есть еще запах какой-то полироли. Точнее сказать не могу. Мне нужно в лабораторию. Алекс, это уже не смешно. Товарищ полковник, Вы? Пойдемте присядем. я на минуточку. Вам телефонограмма. Какая телефонограмма? А, записка. Очень романтично. Да. Записала слово в слово. Очевидно, шифровка. Хотя шоколадка и котенок – это очень романтично. Светочка, Пап, ну хотя бы на неделю. Она меня уже достала. Во-первых, не она, а мама. А во-вторых... Ладно, вечером поговорим. Сейчас у меня много работы. Поэтому сиди здесь, не мешай мне. Вот, на. Развлекайся пока. Пап. Что? Спасибо. Нет. Больше не могу. Я уже так пошел вам навстречу и продлил курс лечения препарата на целый месяц. Вы понимаете, мне очень нужен этот препарат. У меня сейчас проблемы. Я нервничаю. Я могу даже потерять из-за этого работу. Ну, еще месяц и все. Нет. У вас появится зависимость. И потом я не имею права. Заведующий уже интересовался, почему вы так долго принимаете этот препарат. Ну, выпишите препарат на другого человека. Это исключено. Позовите заведующего. Что? Позови заведующего, кому говорят. Тоже у меня врач. Что у тебя? Печеночными больными занимается 5 частных клиник. За последние 4 дня выписалось 87 человек мужского пола. Курящих 71 человек, а под наш возрастной диапазон попадает всего 76 мужчин, 41 из которых седовласый.
Сам понимаешь, более 40 подозреваемых, всех отработать мы не сможем. Что у тебя? Полироль, запах, который был на банке, автомобильный. Есть следы монтанвоска и каолина. Что это? Это автомобильная полироль для старых машин. Обычно ее используют перед продажей. Так, то есть подкрашивают губки машинки. Ну, можно сказать и так. Сейчас. Вот. Поречников Андрей Валентинович, 58-го года рождения, диагноз гепатит С, печеночная недостаточность второй степени, директор станции техобслуживания «Эталон». Выписался 4 дня назад, ты гений. Ну, вот и отлично. Дальше, надеюсь, справишься сам. Я беру выходной. Да. Если вдруг встретишь Татьяну Оксану, ну, случайно, передавай от меня привет. Максим. Да. Срочно собирай группу захвата, выезжаем через 5 минут. Понял. Она в отпуске за свой счет. Отпуск? Да, будет завтра. Спасибо. Ну, а условия как? Нормально? Отлично. Как на курорте. All inclusive. Потерпи, недолго осталось. Да я за тебя боюсь. За меня? Угу. Такая красивая женщина, как ты, долго не может быть одна. Перестань, Игорь. Перестану. Когда не будет между нами этих дурацких решеток, и я смогу обнять тебя. Тогда перестану. Всем оставаться на местах. Что происходит? Полковник СБР Лебедев. Где Поречников? Он уехал. Когда? Полчаса назад после встречи с нотариусом. Куда он уехал? В аэропорт. Он сегодня улетает во Франкфурт. А что случилось? Во сколько у него рейс? В 19:20. Номер рейса? Я не помню. Все чисто, товарищ полковник. Ясно. Остаешься здесь. Так, никаких СМС, звонков и писем. Ясно? Ты проследишь. Если появится Поречников, сразу сообщай. Поехали! А что случилось? Из машины! Руки на крышу! Гражданин Поречников, вы обвиняетесь в похищении несовершеннолетнего Никиты Конного с целью получения выкупа. Статья 146, часть 2 Уголовного кодекса РФ. У вас есть право хранить молчание. Только на вашем месте я бы не молчал. Где сейчас находится ребенок? Какой ребенок? Вы что, с ума сошли? Где вы находились последние 2 суток? Прежде чем отвечать, очень хорошо подумайте. В течение последних 3 суток я был в Лос-Анджелесе у своего сына. Кто это может подтвердить? Кто угодно. Я прилетел сегодня утром. Билеты во внутреннем кармане. Максим, проверь. Цель вашего визита в Германию? Через 2 дня мне предстоит там тяжелая операция. А я, между прочим, на рейс опаздываю. И долго вы мне будете здесь мурыжить? Зачем вы встречались с нотариусом? Это вас не касается. Касается. Если хотите улететь сегодняшним рейсом. Я переоформлял свой бизнес на сына. У меня будет тяжелая операция, и неизвестно, как это все закончится. Вы свободны, гражданин Поречников. Я прошу у вас прощения за
доставленные неудобства. Максим, что там с женой Конова, матерью ребенка? Ничего, товарищ полковник. Нигде не можем ее найти. Да. Поречников не похититель. Мы где-то прокололись. Я начинаю отрабатывать всех по списку. Может быть, успеем. Может быть, и повезет. Все. Твою мать. Так. Этого еще не хватало. Ты? Привет. Что ты здесь делаешь? Пришла посмотреть, как теперь живет мой сын. Я, как мать, имею на это полное право. Как ты сюда попала? Алекс! Он ушел. Куда? Ну, знаешь, когда он жил со мной, я всегда знала, куда он ходит и чем он занимается. Теперь у нас родитель ты. Вот ты и разбирайся. Скажи мне, пожалуйста, где он будет спать? У лифта на коврике. Смешно. Ну что ж, пусть он действительно немного поживет у тебя. Корми его. Води его в школу. Проверяй, как он сделал уроки. Я, конечно, все это буду регулярно контролировать. А ты знаешь, я даже рада. У меня появится свободное время. И я, наконец, смогу заняться своей личной жизнью. Да, и еще. Пока здесь живет ребенок, не нужно водить сюда этих своих женщин. Мы получили ваш платеж 100 тысяч евро. Вам необходимо перевести еще 120 тысяч до 5 вечера завтрашнего дня. Иначе мы будем вынуждены отдать печень донора другому. Завтра деньги будут у вас. Уверена, все будет хорошо. До свидания. До свидания. Да, алло. Надо встретиться завтра утром. А что случилось? У меня проблемы. Поречникова за ночь мы отработали еще 7 человек, у всех алиби. Осталось 33. Очень надеюсь, что похититель окажется или 8-м, или 9-м. Ты уверен, что у него больная печень? Абсолютно. Запах некроза гепатоцитов, печеночная недостаточность, нитрозамина в поту, курит, отсутствие меланина, значит седой, плюс полироль. Других запахов там не было, нет и не будет. Да. Веди ее ко мне. У нас гости. Мама Никиты Кононова пришла. Сама. Я была у мамы в Каунасе. Когда позвонила подруга, я прилетела первым же рейсом. А в каких отношениях вы находитесь со своим бывшим супругом? Слава богу, уже ни в каких.
Страшный человек. Когда в 20 лет я выходила замуж, то этого не замечала. Мне казалось, вот он идеал. Успешный, сильный, богатый. А когда вы в последний раз видели сына? Год назад. Когда его у меня забирали. Суд принял решение, что ребенок остается с отцом. Обычно ребенка оставляют с матерью. Обычно, да. Но вы не знаете Кононова. Этот человек ни перед чем не остановится. Если ему что-то нужно, его никто не остановит. А с его связями, деньгами... Я 2 апелляции подала. 2. А за последний год вы видели Никиту? Нет. Я вас очень прошу. Я вас умоляю. Если вы найдете Никиту, сообщите мне. Пожалуйста. Как только я что-либо узнаю, сразу сообщу вам. Спасибо. Ну, пока не за что. Вы выход найдете? Да. Спасибо. Ну, что скажешь? Ничего конкретного. Мотив, во всяком случае, у нее и есть. Максим, сейчас из здания выйдет госпожа Кононова. Установи за ней наблюдение. Да? Понял, не трогайте его, мы выезжаем. События развиваются стремительно. Кононов только что получил письмо от похитителя. Как к вам попало письмо? Катя принесла. Оно лежало в почтовом ящике вместе с другой корреспонденцией. А где сейчас находится Катя? Я отпустил ее. Все равно Никита... Это волосы вашего сына. Польская лиственница, дерево редкое, в городе не растет. Значит, ребенка держат за городом. Еще... Что еще? С бумаги конвертом контактировал мужчина 50-55 лет. Седовласый, заядлый курильщик. Который страдает тяжелым заболеванием печени. А вот здесь непонятно. Щелочный запах стал намного слабее. Чудесное исцеление? Это все? Нет, не все. Есть еще один запах. Гиакуро или драгоценная капля. Японский чай премиум-класса. Изготавливается только из верхних листьев первого урожая, собираемого ранней весной. Мне нужен любой головной убор вашего сына, желательно тот, который недавно носился. Что значит печеночный запах стал намного слабее? Понятия не имею, я лишь констатирую факт. Возьмите. Спасибо, всего доброго. А что написано в письме? Не знаю. Читайте. Вы должны сегодня до 16:00 положить всю сумму на счет номер такой-то в Deutsche Bank. В противном случае вы получите своего сына по частям. Это обычное запугивание. Обычное запугивание? Обычное запугивание? Вы бы не говорили так, если бы это был ваш сын. Не поддавайтесь панике, у нас есть еще время. Я переведу деньги. Мне надоели эти ваши методы расследования. Поймите, в 90% случаев после получения выкупа похищенную жертву убивают, дабы избавиться от свидетелей. Что есть у вас? Что есть у вас? У вас есть гарантия, что вы найдете Никиту? Хотя бы 5%?
И решать, конечно, вам, но мы продолжим поиски. Проверим банковский счет. Делайте, что хотите. В 4 часа я переведу деньги. Не уехал? Катя солгала. В смысле? Письмо от похитителя никогда не лежало в этом почтовом ящике. Максим, срочно собери всю информацию по гувернантке Кононова Кати. Установи за ней наблюдение. Нет, пока только наблюдение. Я жду. Почему только наблюдение? Ее нужно немедленно задержать. Ну, задержим ее и... Она же связана с похитителем. Это очевидно. Не факт. Возможно, она только курьер, который передавал письмо. Скорее всего, даже не знает, где находится мальчик. Обычно так поступают, чтобы курьер потом не проболтался. А если мы задержим ее сейчас, можем спугнуть похитителя. А так есть шанс, что Катя выведет нас сама к нему. Извини. Да. Да. Ясно. Спасибо. Так какой чай, говоришь, любит наш похититель? Японский? Да. А что? Несколько минут назад госпожа Коннова зашла в ресторан «Токио». Вот тебе и запах японского чая. Похоже, запахло жареным. Алло, Люда, привет. У тебя случайно нет знакомых в полиции? Ну, каких-нибудь? Нет. Да ничего не случилось. Извини. Вот козел. Это очень хорошие условия для нас. Что задумался? Знаешь? Не пойму, почему печеночный запах практически исчез. Как такое может быть? Твоя версия? Вчера вечером похитителю пересадили печень. Операцию сделали вне больницы, без наркоза и лекарств. Печень мгновенно прижилась. И в этот же день наш похититель пишет письма на радостях и просит деньги на банкет по поводу своего чудесного исцеления. Другого объяснения у меня нет. Ничего себе, такая рабочая версия. Добрый вечер. Столик на двоих. Нам нужно поговорить с администратором. Одну минуту, присаживайтесь. Спасибо. Неплохой, кстати, ресторан. Здесь подают сырую фугу. Такое не часто встретишь. Закроем дело. Обязательно угощу тебя этой фугой. А теперь насчет лиственницы. Вот карта зоны ее произрастания. 3 поселка? Да, это более сотни домов. Чем могу быть полезен? Здравствуйте. Мне нужно поговорить с официантами, которые работали здесь с утра. Они все на месте? Да, пока не закончится смена. Соберите их, пожалуйста, в отдельном помещении ровно на 5 минут. Минуточку. 120 тысяч евро. Проведи как непредвиденные. Записывай номер счета. Кто-нибудь видел эту девушку? А эту? Так она же была здесь полчаса назад, спрашивал. О чем она спрашивала? Что она спрашивала? О Леониде Анатольевиче. Кто это? Бывший директор. Он иногда заходит сюда. Он большой ценитель японского чая, а у нас самый богатый ассортимент.
Фамилию помните? Ну, конечно. Илюша. А почему бывший? Полгода назад он продал бизнес. Почему? Я не знаю. Знаете. Ребят, вы свободны. Спасибо большое. Я вас слушаю. Его заставили продать. Кто? Новый хозяин. Фамилия? Кононов Сергей Петрович. Так. А как найти Илюшина? Извините, я не знаю. Знаете. Честное слово, не знаю. Спасибо, вы свободны. Посмотрим список больных. Илюшин отсутствует. Есть Илюшина Ирина Константиновна, 59-го года рождения, диагноз крупноочаговый цирроз печени. Жена. Как же я сразу не догадался. Ведь это же элементарно. Запах ослабевает, потому что теряется контакт с его источником. Какой же я идиот. Максим, срочно подними всю информацию по Илюшину Леониду Анатольевичу, бывшему владельцу ресторана «Токио». Да, объявляю его в розыск. Она могла выписаться из больницы? С таким диагнозом? Вряд ли. Тогда срочно едем в медицинский центр. Слушаю. Сергей Петрович, это Рожков, управляющий. Только что к нам в ресторан приходили. Из СБР. Интересовались вашей бывшей женой и гувернанткой. Кати? И Илюшиным. Ясно. Где у вас главврач? Спасибо. Здравствуйте, вы главврач? Здравствуйте, я. Да я вам звонил, я полковник СБР Лебедев. А что случилось? В какой палате лежит Илюшина? Илюшина? Так она выписалась 3 дня назад. Выписалась с таким диагнозом? Да, диагноз серьезный. Ее может спасти только пересадка печени. Мы, к сожалению, не проводим такие операции. Вот муж отвез ее в Германию. Нам нужно осмотреть палату. Палату. Это срочно. Срочно отмени перевод денег. Уже? Нет, ничего. В какую клинику Илюшин увез свою жену? Я не в курсе. В Германии таких клиник много. А как часто он проведывал ее здесь? Да он вообще не отходил от нее ни на шаг. Попросил вторую кровать к ней в комнату. Так что фактически он жил здесь. Ну вот, пожалуйста. Илюшина лежала здесь. Постель меняли. Ну, естественно. И все продезинфицировали Карзалексом. После выписки ничего не осталось? В смысле? Ну, чашка или что-то еще. А осталось. Они опаздывали на самолет и забыли кое-какие вещи. Принесите их, пожалуйста. Минуточку. Да, и захватите ее медицинскую карту. Привет, подруга. Анна, этот запах был и на фрисби, и на конверте. Никаких сомнений. Максим, пробей-ка один адресок. Представляешь? Захожу в Токио, а Илюшин уже там не владелец. Ты ему звонила? Номер не отвечает.
Но это еще не все. За мной следят. Кто? Кто? Кононов. Кто же еще? Козел. Твоя машина в дворе? Она мне нужна. Надолго? Лин, ну я не знаю. Может быть, до вечера. Но я тебе свою оставлю. Спасибо, подруга. А плащ твой? Неделю назад Илюшин продал свою квартиру в центре города фактически за бесценок. Нынешнее местонахождение его неизвестно. Так, наши действия. У нас осталась последняя зацепка. Гувернантка Катя. Слушаю, товарищ полковник. Катя не выходила? Нет, не выходила. Если она выйдет из дома, задержите ее, мы уже едем к вам. Товарищ полковник, Кононов приехал. Кононов? Так, ничего не предпринимайте, продолжайте наблюдение. Где Илюшин? Я не знаю никакого Илюшина. Знаешь. Где он? Говори, сука. Я тебя на работу. А ты... Паша, пробей мне один номерочек. Хелена, добрый день. Здравствуйте. Мы получили ваш второй платеж. Операция вашей жене назначена на завтра. Вы остановитесь в нашей гостинице? Да. Хорошо. Тогда я бронирую номер. А когда вы прилетаете? Ну, не знаю. Сегодня ночью, наверное. Ждем вас. Спасибо, Хелена, за все, что вы для нас делаете. Спасибо большое. Не за что. До свидания. До свидания, господин Илюшин. Товарищ полковник, Кононов вышел. Садится в машину. Понял. Пока ждем. Никит, пора обедать. А когда папа приедет? Скоро. Только не папа, а мама. Давай, собирай шаг. Алло, это Илюшин. Срочно приезжайте, нам надо поговорить. Ее избил Кононов. А еще здесь утром был похититель. Как его там? Илюшин. Принеси воды. Хочу напомнить вам, Катя, что чистосердечное признание сильно облегчит вашу участь. Так вот, мы знаем, что вы являетесь сообщницей Илюшина в похищении ребенка. Катя, где Никита? Недалеко от дома, где находится мальчик, растет редкой породы дерева. Польская лиственница. На этой карте очень хорошо видно, что зона ее произрастания охватывает 3 дачных поселка. Это Отрадный или Клинцы. Или все-таки Трехгорка?
Вот видите, Катя, вам даже не пришлось ничего говорить. Ребенок в Трехгорке. Нужно искать дом, обсаженный красными розами. Он сволочь и мразь. Он убил моего отца. Кто он? Кононов. Кононов, Илюшин и мой отец были партнерами. Полгода назад Кононов потребовал продать ему свои доли в бизнесе за бесценок. Мой отец отказался. Илюшин тоже. Через неделю папа исчез. Что было дальше? У Леонида Анатольевича больная жена, он испугался за нее. И уступил Кононову. Зачем вы поступили к нему на работу? Я хотела отомстить. За отца. Я читала почту Кононова, рылась в его компьютере. Мне надо было найти доказательства его вины в гибели папы. И тут ко мне обратился Леонид Анатольевич. Чтобы помочь организовать похищение Никиты? Илюшину срочно понадобились деньги на операцию. И это справедливо. Потому что Кононов отобрал у нас все. А за Никиту вы можете не волноваться. Леонид Анатольевич очень добрый и порядочный человек. Вы обращались в полицию по поводу исчезновения вашего отца? Обращалась. Его до сих пор не могут найти. Но я уверена, что его убил Кононов. Кононов убийца. Он убийца. Где? Ясно. Леонид Анатольевич, хорошо, что вы позвонили. Я вас целый день разыскиваю. Мне сына похитили. Успокойтесь. Идемте в дом. И не понимаете, у меня Никита похитили. Кононов, он всех подкупил. А у вас ведь были какие-то связи в полиции, правда? Мама! Никита! Никита! Ой, мама! Сынок! Так это вы? Почему вы мне сразу не позвонили? Я ждал перевода денег. Извините, но я не мог поступить иначе. Вы могли выдать себя. Возьмите. Что это? Здесь билеты на поезд, ну и деньги на первое время. На поезд? На какой поезд? Забирайте Никиту и уезжайте. Вам нельзя здесь оставаться. Куда уезжаете? Зачем? Кононов сядет. Надолго. Мы нашли доказательства его преступлений. Ну а через некоторое время вы с Никитой спокойно сможете вернуться домой. Леонид Анатольевич, спасибо. Я знала, что вы мне поможете. Вы мне всегда помогали. Спасибо. Вы простите, что заставил вас так волноваться, но я правда не мог иначе. Да? Спасибо. Ну что, Никит, поедешь с мамой? Если папа разрешит. Никита, иди в машину. Иди в машину. Садись на переднее сиденье, разрешаю. Спелись, суки. Сережа. Сережа, ты что делаешь? Два похитителя моего сына
не поделили выкуп. И один убил другую под этой кочергой. К сожалению, я приехал после твоей смерти, но успел спасти сына, убив Илюшина при самообороне. Это наш лучший столик. Отдыхайте, пожалуйста. Если что-то понадобится, я здесь рядом. Вот меню, пожалуйста. Спасибо. Сейчас принесут твою фугу. И вообще все, что ты захочешь, как я обещал. Ты смотри, выбирай, заказывай. Не стесняйся. Тебе что, премию выдали? Все за счет заведения. А ведь мог сейчас в СИЗО сидеть как соучастник. Ну ты даешь. Кстати, что там с Кононовым? С Кононовым? Сядет Кононов надолго. Рейдерские захваты. Физическое устранение конкурентов. В том числе и отца Кати. Спасибо. А она таки нарыла на него информацию. И много. Настоящая радистка какая-то. Ну что? Это не настоящая фуга. Настоящая фуга обитает в морях и поедает ядовитых моллюсков и морских звезд. А эту вырастили в каком-нибудь рыбхозе на мотыле и червяках. Скажи, ты вообще хоть от чего-нибудь получаешь удовольствие, а? Хоть когда-нибудь? Да. Котенок, а почему ты мне не звонишь? А я сейчас в командировке. В Японии. В Японии? Ты знаешь, я вернусь, я сразу перезвоню. Угу. Сейчас плохо слышно очень. Алло. 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 Так значит, ты в командировке. В Японии, да? Ну, я пойду. Не хочу портить тебе приятный вечер. Надеюсь, что еще когда-нибудь увидимся, котенок. Значит, я как дура. Да-да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, это вы, Татьяна Александровна Воскресенская?
hours and seconds. And that is how we spend our lives, I reckon. We're building bridges and we're